Всем привет! Сегодня готовлю вот такой вкусненький творожный десерт – венский сырник. Кусочек такой творожной вкусняшки всегда будет, кстати, к чашечке чая или кофе. Особенно в восторге будут дети, потому что он намного нежнее любой самой нежной запеканки. Выпекается он при невысокой температуре, поэтому очень хорошо сохраняет свою нежную текстуру. Соблюдая температурный режим и несколько других условий его приготовления, вы добьетесь превосходного результата. Все продукты для приготовления венского сырника должны быть комнатной температуры, поэтому, конечно, заранее достаньте их из холодильника. Творог, который вы будете использовать, должен быть как можно жирнее, самый-самый жирный, который вы только сможете найти. Если это будет домашний жирный творожок, это будет самый идеальный вариант. Для небольшого сырника понадобится полкилограмма творога. Его нужно измельчить хорошенько блендером или 2-3 раза пропустить через мясорубку. Чем однороднее получится у вас творожная масса, тем нежнее получится выпечка. На этом же этапе добавляем к творогу 40 грамм кукурузного крахмала и все хорошенько тщательно перемешиваем до однородного состояния. Когда творожная масса готова, отставляем ее в сторонку и займемся второй частью сырника. 120 грамм сливочного масла комнатной температуры перекладываем в тарелку и туда же отправляем 120 грамм сахара. Сначала все аккуратно перемешиваем ложкой, но в дальнейшем затем будем использовать миксер. В полученную массу добавляем 1/3 чайной ложки ванилина и начинаем все перемешивать на средней скорости миксера. Долго вымешивать не нужно, как только сахар более-менее смешается с маслом, начинаем добавлять яйца. Делаем это по одной штучке, каждый раз перемешиваем, но недолго. Взбивать в пышную пену нам эту массу абсолютно не нужно. Как только вы видите, что вмешалось одно яйцо, добавляем следом следующее, и так все 4 штучки. Если мы очень сильно взобьем яично-масляную смесь, то в дальнейшем сырник при выпекании очень сильно поднимется. Затем, соответственно, он очень сильно и опустится, и получится не очень красивые выступающие края. То есть перемешиваем ровно столько, сколько нужно, чтобы смешать каждое следующее яйцо с маслом. На следующем этапе к творожку, который у нас получился, добавляем яично-масляную смесь. Вымешиваем сначала все ложкой, но потом беремся за венчик для того, чтобы добиться максимально однородного состояния. То есть в результате у вас должна получиться максимально однородная творожно-масляная масса. Именно сейчас будет видно, насколько хорошо был измельчен творог. Для выпекания я решила использовать разъемную форму диаметром 16 см, но застелила пергаментной бумагой, а бортики смазала сливочным маслом. Переливаем туда творожно-масляную смесь и слегка встряхиваем форму чуть-чуть, чтобы разровнять ее. Выпекать сырник я буду на среднем уровне. На нижний уровень я установила противень, в который добавила 1 литр воды. Выпекаться сырник будет при 160 градусах около 60 минут. Готовый сырник должен хорошо зарумяниться, но когда вы будете шевелить форму, вам будет казаться, что внутри он еще жидковат. Выключите духовку, дайте там постоять ему 15 минут, затем приоткройте дверцу и еще пусть постоит 30-40 минут. Затем достаньте сырник из духовки, слегка освободите его из формы по краям, накройте пищевой пленкой и оставьте остывать полностью при комнатной температуре. Когда сырник полностью остынет, освободите его из формы, переложите на тарелку и по желанию посыпьте сахарной пудрой. Несмотря на то, что сырник все равно слегка осел, он получается с ровной поверхностью и довольно симпатично внешне. Резать его одно удовольствие, потому что он очень нежный. Говорят, что еще он вкуснее становится, когда несколько часов постоит в холодильнике, но, если честно, мне больше нравится вот такой вот комнатной температуры. Вот таким красавчиком он получается. Консистенция его однородная, очень нежная и очень ароматная благодаря наличию сливочного масла. Надеюсь, что этот сырник придется вам по вкусу и станет довольно частым гостем на вашем столе. Приятного аппетита!